В одном из видео у меня приведены причины, почему не греются конечные батареи последние, или греются, но очень плохо. Сейчас в этом видео мы рассмотрим, как подойти с этими вариантами решения проблем. С чего нужно начать? Во-первых, нужно отключить все ветки, все батареи и пустить насос непосредственно на эту батарею, продавить всю ветку. Следующее, нужно посмотреть, если у вас на линии, на подаче или на обратке места, где воздух может скопиться. То есть это подъем и опускание без спускника. Следующее. Нужно спустить с батареи воздух. Это спускник, он будет стоять у вас или слева, или справа Кран-Маевского. Отключаем обязательно насос, так как вы можете не спустить, а накачать воздух в батарее, в систему. Отключаем насос, спускаем, смотрим дальше. Мы на этой ветке до этой конечной батареи прижимаем все батареи. Прижимаем один из кранов, любой, или подачу, или обратку. Тем самым уменьшаем подачу на предшествующие батареи и увеличиваем подачу на последнюю. И в итоге теплоносителю по трубам будет легче прийти на конечную батарею, частично обходя предшествующие. Итак, следующее смотрим подключение. Это диагональное. Смотрим, чтобы подача была вверху, или так, или так. Обратка внизу. Подача горячая заходит, остывает, уходит в обратку. Потом нижнее подключение, снизу по бокам. Если у вас боковое подключение, то такое подключение в частном доме работать не будет. У вас будет отциркулировать вот так, прогреваться часть батарейки, и это будет холодная. Следующее, смотрим подводку труб к батарее. Она должна быть такой же, как и основная. Если вы делаете всю ветку 25, то и подходить к конечной должно 25. Многие делают перед последней батареей, заужают, и она некорректно работает. Она намного холоднее становится. Это очень частая проблема, с которой я встречался. Следующее. Можно в редких случаях, но помогает. Вы подачу обратку не закольцовываете в конце, а продолжаете и закольцовываете аппендиксом, как вы ставите виртуальную батарею, которая должна плохо прогреваться, а это начинает прогреваться хорошо. Смотрим, если у вас стоит термоголовка, то она очень часто становится причиной плохо греющей батареи. Даже если вы регулятор скинули, полностью у вас открыто, то все равно у вас внутри может быть перекрыт ход теплоносителю. И вы этого не увидите. Все вы это проверили, все у вас так как надо, но батарея продолжает быть или холодной, или работать в половину. Единственный выход из этого – это вешать на эту ветку насос. Больше вы ничего не сделаете. Насос по мощности должен работать на этой ветке меньше, чем насос на котле, на основной. Иначе он весь теплоноситель будет забирать на себя. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал и всего доброго.